Представьте себе обычное дело, моряки нанимаются на гражданское судно иностранного судовладельца. Каждый из них собирается, как обычно, отработать где-то полгода, регулярно получать переводы на свой банковский счет и по окончанию контракта вернуться домой. А теперь представьте, что это обычное для многих людей занятие, поехать на заработки, может обернуться настоящим кошмаром. Заключается он в том, что после месяцев, проведенных на борту, моряки попадают не домой, а в тюрьму. Кто-то на год, а кто-то на 30 лет. Я хочу рассказать вам о черной таможне, о судебном произволе, точнее об имитации судебной деятельности и правосудия, о служебной халатности, которая приводит к тому, что людям приходится иметь с этим дело, о государственном произволе, показухе и беспомощности. Речь пойдет о морской контрабанде наркотиков. 23 мая 2023 года судно под названием Clipper Palma стоит в порту Лондон. На борт поднимаются инспекторы Port State контроля, или если по-русски контроля государства порта, и проводят инспекцию, в результате которой находят 14 замечаний, 5 из которых являются основанием для задержания судна. Это значит, что то, в каком состоянии судно, и то, каким образом управляющая компания организовала его эксплуатацию, не отвечает требованиям международных конвенций, и это значит, что судно это небезопасно, оно не может идти в море, и оно задерживается, по крайней мере, до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены. Теплоход был построен в 2010 году, и Clipper Palma это уже его третье по счету название. Построено оно было под именем Этель-Эль и зарегистрировано под флагом Панамы. Коммерческим менеджером была судоходная компания под названием Apex Bulk Carrier, и менеджером по части безопасности и качества, то есть ISM менеджер, была судоходная компания Valem Ship Management. Спустя 5 лет, в 2016 судно было переименовано и названо Longshore и перерегистрировано под флагом Панамы. Новым менеджером, то есть управляющей компанией, стала компания под названием New Trade Ship Management. В 2022 году судно снова было переименовано и переведено снова под флаг Маршалловых островов. Снова меняется менеджмент, и на этот раз управляющая компания называется Dania Ship Management Bulk AS. Собственно, эта управляющая компания и довела судно до такого вот плачевного состояния. Кстати говоря, у Dania Ship Management достаточно презентабельный сайт. Заходишь на сайт и смотришь, сразу тебе говорят First Class Ship Management, первоклассный судоходный менеджмент. Всегда сфокусированы на качестве, безопасность, наши ценности, сертифицирование. Мы беспокоимся, мы сотрудничаем, мы принимаем вызовы, мы такие вообще офигенные. Но, тем не менее, мы так классно менеджерим наши пароходы, что потом оно приходит в Лондон и его просто разрывает Port State контроль. Хотя что? Веб-сайт и веб-сайт. Что трудно сделать веб-сайт и написать, что мы первоклассный менеджмент. Это ничего не стоит воспроизвести. Да. Но если посмотреть, где зарегистрирована эта шарага, то мы видим, что зарегистрирована она не где-то там, а в Дании. И вот здесь ты очередной раз задумываешься. Ладно бы эта компашка была зарегистрирована и находилась в каком-то очке, но она зарегистрирована в одной из развитейших стран Евросоюза. Короче, вы поняли, когда вас там приглашают на работу и там пытаются вас напугать всякими престижными названиями, там Соединенное Королевство, Дания, вы можете понимать, что за этим может стоять на вот этом вот примере. Да, и что я не сразу разглядел, на веб-сайте этой шараги у них в левом верхнем углу написано «Мы часть V-Ships». Что такое V-Ships? Это один из крупнейших судоходных менеджментов на сегодняшний день. Но чтобы вы понимали, что такое V-Ships, частью чего они являются, по крайней мере, декларируют на сайте, это судоходный менеджмент, у которого в управлении более 1000 судов, у которого 60 офисов, 44 тысячи сотрудников.
3000 только офисного персонала. Понимаете? Такие вот серьезные цифры, а в итоге такая вот шарага, которая довела пароход до состояния металлолома и задержания. На момент инспекции судно имело документы, выданные японским регистром судоходства, и было зафрахтовано компанией Алдендорф. К чему я это все говорю? Американское бюро судоходства, японский регистр судоходства, Алдендорф, V-Ships, флаг Панамы, Маршалловы острова, регистрация компаний в Дании, в Соединенном Королевстве, в Соединенных Штатах. Даже застраховано судно весьма и весьма уважаемым P&I клубом. По документам все выглядит весьма и весьма благопристойно, но в реальности ржавое ведро, менеджеры которого не способны привести его даже к минимальному соответствию стандартам безопасности. Таким образом, пароход даже не отработал 3 полных эксплуатационных 5-летних цикла, но за это время он сменил 3 раза название и регистрацию. Почему они менялись? Да, скорее всего, потому что менялся хозяин судна. Спросите, кто был хозяин судна? Система так работает, чтобы конечного бенефициара как можно надежнее спрятать. И не пытайтесь его искать. Эти люди наняли других людей, очень умных, которые учились в университетах, всякие там юристы, специалисты по развитию бизнеса. В общем, они постараются максимально, чтобы хозяина никто не нашел. Потому что если его найдут, заставят платить налоги. Или, например, как сейчас, лодка попадет в какую-нибудь некрасивую историю, да? Представляете, тень падет на каких-нибудь уважаемых людей. Короче, к вопросу о том, кто реальные владельцы, можно не возвращаться. Могу только сказать, что это другой класс людей. Это владельцы пароходов, владельцы заводов. Вы никогда не встретите их на улице, вы никогда не будете видеть этих людей за соседним столиком в ресторане. Короче, все, можете их не искать. Что происходит далее? Владельцы судна, судя по всему, решают, что пароход какой-то проблемный и скидывают его, то есть продают. Судно теперь называется Phoenician M, и именно под этим названием оно попадет в заголовки новостей. Новые хозяева нанимают новых менеджеров, и на сей раз это Искендерун Джеми Ислет Мечилиги. Я 100% не могу правильно прочитать турецкое название, но главное, что здесь, вот, судя по всему, новые хозяева происходят из Турции. Официальным владельцем судна по открытым базам является компания Phoenician Shipping, которая, несомненно, является фиктивной компанией. Это так делается еще со времен Аристотеля Онасиса. Я рассказывал про Аристотеля Онасиса, я сделал 3 больших видео. Кому интересно, кто хочет понимать, что такое современное судоходство и откуда взялись современные практики, то обязательно посмотрите эти видео про Аристотеля Онасиса. Это вот он, Аристотель Онасис, начал вот так вот делать, что зачем мне иметь большую компанию с моим лицом, с моим представительством и так далее. Я лучше буду иметь кучу разных компаний по всему миру, и провал любой из них будет провалом частным, да, и я в любом случае могу сказать, что это вообще не мое, с чего вы взяли, что это принадлежит мне. Так вот, в данном случае это еще более фрагментировано, что на каждое судно создается своя фиктивная судоходная компания, свое юридическое лицо. Новые владельцы, которых мы здесь условно будем называть турки, перезапускают эксплуатацию судна. Вообще Турция — это страна, которая не испытывает недостатка в морских специалистах, это страна с дешевой человеческой рабочей силой, поэтому работать на борту желающих там хватает. И так вот по отрасли сложилось, что суда турецких судовладельцев там редко встретишь иностранцев. Однако новые хозяева почему-то захотели, чтобы на борту работали только иностранцы, турков не было. В результате чего крюинговая компания набирает сборную солянку, состоящую из филиппинцев, украинцев, россиян, 1 поляк, 1 гражданин Финляндии и 1 гражданин Хорватии. А также был еще 1 грузин. Как-то многовато национальностей.
Да, и Крюинг, который всех этих людей завербовал, он сидит не где-то там, а в Гамбурге. И когда они вербуют людей, звонят и предлагают вот эту вот работу, они говорят, что здравствуйте, вас беспокоит крюинговая компания Team Ship Гамбург. Слово «Гамбург» и то ли номинальный, то ли фактически офис в немецкой юрисдикции как бы намекает на благонадежность и респектабельность. Вот я открыл веб-сайт, на который ссылается их профиль в платформах, через которых вербуют моряков. Как видите, над дизайном они сильно не заморачивались. Но, тем не менее, судно продолжает свой жизненный путь с новым именем, с новыми владельцами, с новыми экипажами и с новыми рейсами. Спустя 3 месяца судно получает свое очередное рейсовое задание доставить груз из колумбийского порта Барранкилья в турецкий черноморский порт Эрегли. Следуя в этот порт, капитан судна хорват по имени Марко Бекович и судовые офицеры, конечно же, знали о том, что это опасный порт, что Барранкилья, как и ряд других южноамериканских портов, это место, где местные наркокартели пытаются и не безуспешно пытаются использовать гражданские морские суда для того, чтобы претворять в жизнь контрабанду наркотиков на другие континенты. Самым распространенным способом является закладка контрабанды в кингстонную выгородку или в кингстонный колодец. Это такая выемка в корпусе судна, через которую забортная вода поступает в судовые системы. Обычно происходит это так: местные умельцы-водолазы добираются до Кингстона, избавляются от решетки, которая его прикрывает, и закладывают туда контрабанду. Сумки весом 25, 30, 40 килограмм на магнитах крепятся в эту выгородку с тем расчетом, что после того, как судно доберется туда, куда нужно и остановится, там доберутся до Кингстона другие водолазы и снимут закладку и заберут. Проблема заключается в том, что моряки не имеют никакого доступа к кингстонной выгородке и, соответственно, не имеют никакой возможности ее контролировать и ее охранять. Есть такая тенденция, что когда там что-то находят, это чревато очень большими проблемами для моряков и для судовладельца. Ведь мы знаем, что такое беспощадная полицейская бюрократия, да? Бюрократия, она беспощадная вообще штука, а полицейская бюрократия — это штука беспощадная втройне. Есть в морской отрасли такой нормативный документ, как Кодекс АСПС, Кодекс охраны судов и портовых сооружений. Этот кодекс моряки не очень-то любят. Дело в том, что в 95% случаев заниматься какой-то там особенной охраной и связанной с ней процедурной бюрократии нет никакой нужды. Но поскольку после 2001 года, когда у нас произошел теракт знаменитый в Соединенных Штатах, приняли этот кодекс, его нужно соблюдать, и все формальности тоже нужно соблюдать, а это бумажки, часы работы, и, знаете, когда человек делает что-то бесполезное, что не нужно, по его мнению, он, конечно, расстраивается, и так вот сложилось, что в большинстве своем у моряков к этому кодексу негативное отношение. Согласно этого кодекса на борту должен быть специальный, одобренный администрацией флага судна, план охраны судна. В общем, этот план расписывает, как нам судно охранять и как это все документировать. И если что-то случилось с охраной, у нас какие-то проблемы, как дальше действовать. Ничего особенного там нет. Нужно контролировать доступ на судно. Все двери, все проходы, все нужно закрыть, опломбировать и опечатать. Оставить доступ на судно только в одном месте, и это место контролировать. Все люди, которые попадают на судно, должны идентифицироваться, кто это такой, зачем он пришел, от кого. Да? И когда они попадают на судно, они должны контролироваться, никто из них не может свободно перемещаться по пароходу, а если и перемещается, то в сопровождении людей, членов экипажа. Также должно вестись наблюдение, как визуальное, так и видеозапись, камеры, патрулирование. В общем, целый комплекс мер, направленный для того, чтобы охрана судна претворялась в жизнь.
Почему моряки от этого не в восторге? Да потому что все это упирается в недостаток человеческих ресурсов, экипажи комплектуются по минимуму, и обеспечивать охрану судна в расширенном виде, это означает просто больше часов работы. Поэтому на практике моряки смотрят в зависимости от того, куда, в какой порт, в какую страну они попали. Где-то на все это дело можно откровенно подзабить, потому что риски минимальные. А где-то, например, вот здесь, в Колумбии, нужно напрячься. Я бы даже сказал, приоритизировать этот вопрос, лучше забить на что-то другое. Почему? Вы поймете из дальнейшего повествования. Однако, пообщавшись с экипажем, с очевидцами, стало ясно, что никто там ничего не соблюдал. Конечно же, не так, чтобы не было ничего, но очевидно, что бы ни предпринималось, они не справились. Старший помощник уже после сказал, что они запрашивали компанию для того, чтобы те предоставили какую-то помощь по охране судна. Была она предоставлена или нет, непонятно. Но есть одно любопытное обстоятельство. Во время погрузки судна на борту жили несколько человек местных, 2 или 3. Непонятно, каковы были их функции, известно лишь, что они пришли на судно и капитану объяснили, что они должны здесь оставаться. То ли они были представителями грузоотправителя и следили за погрузкой, так они объяснили свое присутствие, то ли они помогали с охраной, или эта функция, или это. Непонятно. Следующим ключевым событием является появление на борту черной таможни. Что такое черная таможня? Это собирательное название государственных органов, которые занимаются поиском контрабанды на борту. Появление черной таможни не предвещает ничего хорошего. Если они появились, то они что-то найдут. Работают они, как вы понимаете, по наводке, и если они и взялись за кого-то, это значит, что они получили информацию, и они будут искать до тех пор, пока не найдут то, что ищут. Кстати, по рассказам коллег, кто имел с ними дело, черная таможня находит даже то, что было спрятано и брошено много лет назад. В общем, даже то, что они не искали, они находят. Поднявшись на борт судна, сотрудники попросили проводить их в румпельное отделение. Добравшись до места, они сказали открыть горловину Ахтерпика. Это такой отдельный балластный танк в корме судна. Забравшись внутрь, они извлекли оттуда несколько сумок, в которые герметично был упакован белый порошок. Я даже не знаю, что это. Упаковки милитарной, блядь, кокос, чистого качества. Да, заехали. А как он туда попал? Вот именно, как он туда, сука, попал? Закрыто ж было на засов, или закрыто на засов было потом? Засов было. Кстати, что примечательно, одна из сумок была с логотипом турецкого футбольного клуба. Не знаю, какой смысл это имеет в рамках данной истории, но вот такой вот факт имел место быть. Я думаю, вы поняли, что черная таможня знала, и у них была информация, где лежат наркотики. Вопрос в другом, как они туда попали. Ведь для того, чтобы 150 килограмм кокаина, насколько я помню, да, очень много материалов здесь, очень много информации. По-моему, речь идет о 150 килограммах. В общем, чтобы они попали в Ахтерпик, это нужно незаметно это все дело на судно пронести, попасть в Ахтерпик, найти горловину. Открывается она не так просто, там 2 десятка шпилек, их все нужно открутить, и, возможно, для этого понадобится ключ, потом снять крышку, все это дело занести, вылезти, закрыть крышку, посадить на место шпильки, все это дело закрутить и незаметно выбраться. Конечно же, встает вопрос, кто-то из членов экипажа помогал это сделать или нет.
Судя по свидетельствам экипажа, подозрение падает, конечно же, на колумбийцев, которые под предлогом каким-то находились на борту. И учитывая то, что безопасность судна не была обеспечена должным образом, они, конечно же, могли это сделать и без помощи экипажа. Тем более, что современные суда строятся очень похожими друг на друга. Найти горловину нужного танка и справиться со шпильками не очень-то большая проблема при наличии подготовки. Нужно лишь время и физический доступ, который, судя по всему, был. Но колумбийская полиция, в общем, просто оформляет эту находку, никаких расследований на борту они не ведут. Судну дают разрешение на выход, порт-клиренс, и оно следует в порт выгрузки. Уже после этого экипаж будет вспоминать обстоятельства, которые не показались им подозрительными в моменте, но когда уже нашли наркотики, они стали что-то там вспоминать, и вспоминалось им это все уже совсем по-другому. Например, то, что колумбийцы, присутствующие на борту, как-то подозрительно бодрствовали всю ночь без какой-то видимой необходимости на то. Они, в общем, сидели допоздна, Старпом уже пошел спать, говорит, спросил, а что вы не спите? Они говорят, да мы спать не хотим. Они между собой переговаривались по рации, у них были воки-токи. Также в ночь, когда была сделана закладка, имело место повреждение освещения на втором трюме. Да, когда электромеханик пошел это дело чинить, он сказал, что какие-то странные повреждения, как будто кабель специально повредили, как будто свет специально там потушили, чтобы все затемнить на втором трюме. А еще потом вспомнилось, что один из матросов, филиппинец, почему-то резко захотел домой и так вот бескомпромиссно подал на замену «хочу домой» и все, да, уже после, конечно, это им показалось подозрительным. Спустя месяц, к первым числам октября 2023 года, судно добралось до порта Эрегли, Турция. Во время выгрузки второго трюма, из грейфера посыпался белый порошок. Как утверждается, грейфер зацепил сумку с кокаином. Выгрузка была остановлена, на борт прибыла полиция. Как вы поняли, в ту ночь судно зарядили не только в Вахтерпик, но также зарядили еще и во второй трюм. То, что было в балластном танке в Вахтерпике, нашли, а то, что было в трюме, поехало в Турцию. Турецкие власти действовали уже совсем не так, как колумбийцы, мягко говоря. То есть к находке никого не допустили, что-то снимать, что-то записывать, что-то фиксировать не разрешили. Полиция действует очень жестко, экипаж сгоняют в кают-компанию, запирают, забирают все электронные устройства и в первую очередь средства коммуникации. Капитан озвучивает протест, но его выводят и бьют. В общем, обращаются с людьми они так, как будто это вот преступники, и все уже, вина их доказана, и у них нет никаких прав. В общем, никто не церемонится вообще. По-горячему, пока никто не успокоился, начинают выводить всех на допрос, допрашивают. После этого никто ничего уже говорить не будет, да, возможности высказаться не дадут. Тогда, наверное, не дали, просто задавали вопросы. Ну и после этого тоже никто моряков ни о чем не спрашивал. Так экипаж держат 2 суток, при этом Старпому разрешают обеспечивать выгрузку под присмотром полиции. Он принимает балласт, делает все, что нужно. Кто-то из экипажа смог спрятать телефон и отправить просьбу о помощи. Тут же прибежали турки, вломили и сказали, что больше так не делайте. А потом следует громкий показательный арест, арестовывают и забирают половину экипажа, весь палубный департамент плюс Стармеха. Людей в наручниках выводят с судна, телекамеры, журналисты, полиция, машины и, полицейские, которые выводят, сажают в машину, они говорят, вы сильно не переживайте, это просто шоу, так надо, все будет хорошо. Выгрузка судна заканчивается. Взамен людей, которых арестовали, присылают какой-то там временный экипаж, кого-то там они собрали, смогли найти. Так пароход выводят на рейд. После этого присылают уже новый экипаж, и судно идет дальше, работает. А десяток моряков остаются сидеть в турецкой тюрьме. Прежде чем состоялся первый суд, моряки провели 8 месяцев на тюрьме.
турецкий судовладелец предоставил адвокатов, то ли за свои деньги, то ли по страховке, но, судя по отзывам членов экипажа и членов их семей, видимого толку от них не было. Единственное, что они старались сделать, это убедить моряков не упоминать турецкого судовладельца. Они говорили, если не хотите проблем, не надо вообще его упоминать. А чего его, собственно, упоминать? За то, что люди 8 месяцев сидят в тюрьме, не понимают за что, им не дают возможности высказаться, они не понимают, как идет процесс, каковы их шансы выйти, когда они выйдут, сколько их еще здесь продержат. И, конечно же, у них много времени подумать, они начинают что-то вспоминать, какие-то выстраивать логические цепочки, вспоминать какие-то обстоятельства. И в этих обстоятельствах, конечно же, участвует турецкий судовладелец. На первом суде судья заинтересовался судоходной компанией и судовладельцем. Адвокаты вместе с прокурорами усиленно пытались перевести тему и не касаться этого дела. Название компании, которое озвучивалось в суде, по какой-то причине было другое. То есть по документам Искандерун Шиппинг, а они говорили Искандер Шиппинг. Причем моряки говорили, нет, это Искандерун Шиппинг, это не Искандер. Но кто там кого слушал. Затем в заседаниях у нас настает перерыв, и судью меняют. Объясняют это тем, что якобы плановая ротация судей. В целом впечатление от всего этого дела такое, что это не следствие и это не правосудие. Это имитация. Что решение уже принято, просто нужно все это дело должным образом оформить так, как надо. Обвинение доказательств внятных не предоставило, а что предоставило? Какие-то видеозаписи с камер наблюдения, и на этих видеозаписях просто порт, причалы, стоит пароход, и ничего не происходит. В общем, судили 10 человек, половину экипажа. Кстати, почему не судили вторую половину экипажа, по каким критериям они выбрали именно эту половину, понятное дело, никто не объяснял. После многочисленных заседаний в сентябре 2024 года уголовный суд Турции выдал 8 из 10 моряков оправдательный приговор. Спустя некоторое время из тюрьмы, где они сидели, их передали в иммиграционную тюрьму специально для лиц, которые подлежат депортации. Они провели целый год в турецкой тюрьме, не понимая, что происходит, и имея все шансы на пожизненное. Они понесли какой только можно ущерб, и это очень большой вопрос, удастся ли им получить хоть какую-то компенсацию. Но так или иначе, по сравнению с оставшимися двумя, им крупно повезло. Капитану судна Марко Бековичу, гражданину Хорватии, и старшему помощнику Али Аль-Бахари, гражданину Финляндии, суд вынес обвинительный приговор за контрабанду наркотиков, 30 лет лишения свободы и 200 тысяч турецких лир штрафа. После суда адвокаты сказали, мол, вы не расстраивайтесь, еще не все потеряно, будет апелляционный суд, и у нас есть все шансы для того, чтобы получить оправдательный приговор. Адвокатов после этого, понятное дело, сменили, и заседание апелляционного суда прошло спустя 5 месяцев, 15 января 2025 года. И, к сожалению, суд постановил оставить приговор без изменения. Если бы турецкая система была человеком, то, может быть, ее можно было спросить, за что она дала фактически пожизненное заключение двоим заведомо невиновным людям. Прочитал я решение суда, и мне жутковато стало. Чья была воля и кто решил, что 8 из 10 мы отпустим, а двое останутся в тюрьме, фактически на всю жизнь. Потому что, прочитав официальные результаты, документы, там просто абсурд. Что-то наподобие того, что Старпом Али у нас этнический сириец, да, потом он учился в Украине, в Херсонской мореходке, потом он оказался в Санкт-Петербурге, заканчивал там высшую мореходку, потом спустя время он оказался в Финляндии, с 2017 года он у нас гражданин Финляндии, и, значит, какой-то он у нас ненадежный, что-то он такой перекати поле, сложная у него биография, происхождение у него сирийское, гражданство Финляндия, вот что-то он нам не нравится, и вот поэтому он склонен к подобным преступлениям. Ничего более серьезного там в документах вы не найдете, да?
турецкая система вот приводит обоснование, да, почему людей посадили на 30 лет. Когда защита на суде приводила довод о том, что наркотики уже были найдены колумбийскими властями, и ведь очевидно же, что найденные в Турции наркотики — это часть закладки, сделанной той ночью, и если колумбийские власти не имели претензий к морякам, почему турецкие власти их обвиняют? На это обвинение отвечало, что, мол, то, что нашли в Колумбии, было раньше, а найденные наркотики в Турции вы могли принять на борт в открытом море. Кстати, это уже не первый случай обвинения моряков в наркотрафике с похожим сценарием, когда судно сначала заходит в Латинскую Америку и там находят закладку, а потом судно идет в Европу и там находят вторую закладку, в результате чего экипаж в лучшем случае проводит год в тюрьме. За эти долгие мучительные месяцы чего только не приходило в голову. Была даже такая мысль, а были ли вообще наркотики? Ведь ни экипаж, ни защита не видели никаких доказательств их физического существования. Ясно одно, что турецкая система оставляет вам всего одну опцию — верить ей на слово. Ну а если не верите, это ваши проблемы. А еще людям в голову приходила такая крамольная мысль, а не замешана ли судоходная компания в этом деле или кто-то из ее служащих? Как-то странно нанимать такой разношерстный экипаж из иностранцев, в то время, когда обычно турки нанимают турков. Причем, по свидетельствам тех, кто работал на этом судне, многие были без опыта. И вот когда происходит арест, эту сборную солянку меняют на турков. Согласитесь, если бы компания была замешана в наркотрафике, иметь на борту свидетелей граждан Турции, которые могут говорить с властями по-турецки, неудобно. Могут чего-то наговорить. А иностранцы — это же отличные козлы отпущения. Их можно напугать, они не будут понимать, что происходит. Они подпишут и скажут все, что угодно в обмен на надежду скорее вернуться домой. К сожалению, система устроена так, что те, кто идут на заработки за лучшей жизнью и нанимаются вот так вот непонятно к кому, часто выступают в роли козлов отпущения. Так что, если вы подумываете о работе на флоте по контракту, вы должны быть готовы к такой вот фактической бесправности. Да, если у вас будут претензии к работодателю по части плохих условий или невыплаты зарплаты, то вам еще смогут помочь профсоюзы. Да, это возможно. А вот если вы попадете в уголовную историю, не существует организации, которая сможет вам помочь. Дипломатия редко берется за защиту своих граждан, если они попадают в такие вот уголовные истории за границей. Кстати, пока люди сидели в тюрьме и шли суды, у судна снова сменился менеджмент. Теперь за эксплуатацию этого теплохода отвечает компания Synergy Турция. А 27 января 2025 судно зашло в Соединенные Штаты, где его проверила береговая охрана. Нашли 20 замечаний, 5 из которых были основанием для задержания. В общем, судно снова было задержано. Как видите, смена менеджера не помогла. Кстати, Synergy — это тоже достаточно известное название. Помните контейнеровоз под названием Дали, который снес мост в Балтиморе, да, который въехал в опору моста и мост обвалился. Так вот, техническим менеджером вот этого вот судна была компания Synergy. А вот эти ребята, которые наше несчастливое судно сейчас эксплуатируют, это их турецкий филиал. Эта история еще не закончилась. Жена Старпома Али, Елена, регулярно летает в Турцию для 40-минутного свидания, которое разрешено один раз в месяц. Там же она встречается с адвокатами и ведет свое собственное расследование. Главной надеждой теперь является так называемый Верховный суд. Эта инстанция еще есть в запасе, и именно она способна решать подобные дела в пользу обвиняемых. Тем временем на Елену осуществляется неприкрытое давление и идут скрытые угрозы. Одни советуют сидеть тихо и не отсвечивать, в надежде, что Верховный суд оправдает. Другие советуют создавать максимальный шум и привлекать внимание людей. В описании к этому видео и в закрепленных комментариях вы сможете найти ссылки на посты с обращениями и другими материалами, которые публикует Елена. Я настоятельно прошу вас пройти по этим ссылкам и поддержать обращения и публикации Елены. Пожалуйста, не проходите мимо, потому что
Вас от таких вот жизненных обстоятельств, по сути, отделяет всего лишь теория вероятности. В моем повествовании было определенное количество неточностей и упрощений. Этого не избежать, когда имеешь дело с такой вот сложной историей. Но поверьте мне, я постарался, чтобы их было как можно меньше, и я постарался передать вам суть. Очень надеюсь, что Старпом Али встретит свою старость вместе с женой Еленой, которая так отчаянно пытается его вытащить. И пожилой хорватский капитан Марко умрет в своей постели, окруженный своей семьей, а не в турецкой тюрьме. Короче говоря, такая вот история, и она еще не закончена. Теперь вы знаете, что такое черная таможня и что с ней связано. А у меня на сегодня все. До связи.